Итак, ну вот разобранная наша коробка 6HP26. Что мы, значит, сейчас будем делать? Первое, меняем втулки. Вот они, втулки, вот их номер. Вот они, ZF-овская 6HP26, коробочка наша, 13 штучек, их тут так. Основная причина пробуксовки фрикционов и накрытия коробки, это заключается именно вот в этих втулочках. Так как вот здесь вот на масляном насосе идет вал, вон он там с дырочками, потом позже покажу. Через этот вал поступает масло у овердрайв, у барабан Е, и на нем стоит одно из колешек. Оно изнашивается, и масло, получается, проходит сквозь кольцо, и давление в пакете становится меньше, и из-за этого он горит. Поэтому, как всегда, у нас первый вылетает внутри, он там стоит, овердрайв, фрикцион, Е барабан. И пакет Е у нас сгорает первый, потом уже начинают все остальные. А всему виной, в принципе, вот эти втулки. Это самое распространенное. Это втулки. Первая втулки, следующая это. Нельзя с этими втулками ездить. Если начала уже коробка становиться в аварию, заводские втулки тут не совсем хорошее качество, алюминиевое, с бобитом там какие-то. Они расплавляются, наплавляются на вал, точнее, там в насосе. И получается, насос выйдет со строя. Будет работать до тех пор, пока не провернется это кольцо, посадочное место накроется, все, поехали за новым маслонасосом, а это уже немалые деньги. Значит так, вот они у нас, получается, комплект втулок. Так, второе, полностью комплект фрикционов. Хотя здесь у меня идут фрикционы, сгорели только Е и Б барабан. По диагностике я посмотрел, на барабане Е дошло уже до 700, пропускная способность масла, и наполняемость там в пределах 40 была, скорость наполнения в миллисекундах пакета. А в барабане Б там в пределах 300-400. Ну, это что так, более-менее, это замена масла, когда произошла у меня, оно там до 200 опустилось, а до 200 это считается нормой. Ну а пакет Е на где-то с 400 до 500, где-то в этом промежутке, я не помню точно уже был. Но ошибка продолжала выскакивать. Мне в принципе надоело это, я решил коробку отремонтировать. Так, помимо этого у нас был приобретен кит-набор. Вот он, его номер полностью. Для нашей коробочки 6HP26. Здесь у нас находятся все уплотнители. Так, загружаем. Так, что у нас имеется здесь? У нас имеется 1, 2, 3 сальника. 4 обманываю. 4 сальника. Так, дальше. Это шайбочки для прикручивания насоса с той стороны. Так, это колечки, там резиночки какие-то, вон уплотнители, какая-то хрень. Вот эта херня откуда-то, я так и не понял. При разборке таких у нас вещей не было. Ну, может, хрен знает, может где-то и вылезет в дальнейшем. Так, крем-комплекты уплотнителей на поршня на все. Их мы тоже будем скрывать все, переделывать. Вот они, так. Так, вот еще колечки. Так, а где-то тефлоновые. Так, вот еще на барабан. Вот тефлоновые кольца. Так, вот это мы все меняем. Так, тут что мы смотрели, не смотрели.
это он пластмассовая херня, там вот на этот барабан там внутри, не знаю, как она называется, но она там в принципе на целая. Ну, раз есть, значит поменяем. Так, ну что. Так, фрикционы нужно будет перед установкой замочить в масле. Приблизительно в районе часа-двух, чтобы они пропитались, и только потом устанавливать, чтобы не сгорели при первом запуске. Так, снимаем первый барабан. Вон она такая втулочка у нас. Вон. И вон оно. Видно, что втулочка у нас уже... Втулочка желает долго жить. В принципе, ей кранты. Сейчас мы будем разбирать этот барабан. Снимем стопорное кольцо сейчас. Разберем еще, достанем, перевтулим. Так, здесь у нас в принципе ни хрена не накрывается. Это, можно сказать, вечный механизм. Главное смотреть, вот подшипники у нас стоят. Так, чтобы у нас были все подшипники на месте. Сидишь там и сиди. Так, на место. Так, ну, там все нормально. Так, ну, этот отставляем. Так, что у нас там? Тут тоже подшипник нормальный. Так, отставляем. Дальше снимаем. Главный у нас распределительный барабан. Через него подается масло. Вот через эти вот дырочки. И можно проверить работу поршней. Взять старые втулочки и через них подать воздух. И оно будет видно, как работают поршни. Так, вот как она проверяется. Вот. Так оно и работает, только под давлением масла. Вот разобрали первый барабан. Так, втулку перепрессовал. Одну уже там поставил в коробку. Так, втулка перепрессована. Механизм снят. Вот сейчас поменяем. Вот они, колечки уплотнители. Вот резиновое одно, вот второе. Тут нету. Вот третье, оно свалилось вот отсюда. Так, здесь у нас получается 3 кольца. Вымоем это сейчас еще. И начнем собирать. Кольца фрикционные уже лежат на отмочке. 2 часа им надо там поплавать, прежде чем устанавливать. Ну и при установке надо, чтобы у вас была вот такая схемка. Она распечатывается и вешаешь и собираем. Сложного тут нет ничего. Старая, вот они сгорелые фрикционы Е-диска, пакета Е, вон они все лысые, тонкие. Ну, другие, эти что, куда они шли нормально, но менять мы будем все, ставить новые, а с этих потом, в случае чего, что-то останется на призапас. Вот так она выглядит, наша вся эта коробочка. Так, втулочку мы перепрессовываем. И это мы вынимаем. Сломался у меня, точнее, сломался пресс. Поэтому я использую донкрат. Ставлю на донкрат вот таким образом. Вот. Так, сюда подставляю что-то и уголок давлю. Все нормально получается, в принципе, как
вариант подходит. Ну что ж поделать, в ответственный момент сломался. Ну, сломался так сломался. Ладно, собираем, сейчас будем собирать дальше. Сейчас вымою эту секцию, всю вымою, вычищу, заменю резиночки и будем собирать. Я потом покажу, как мы будем это запрессовывать обратно. Так, ну вот, барабан перебрат, тефлон, колечки все стоят, заменено, он, как видно, люфта нет. Ну, зазор минимальный. По мануалу зазор 0,3-0,7 миллиметра. Все отлично, нормально. Все. Теперь он буксовать не будет. Втулка поменена. Там все собрали. Ставим вал. Так, все, вал сидит. Также заменили мы тефлоновые колечки. Вот они, 3 штуки стоят. Вот они, новенькие все. Теперь приступаем к сборке следующего барабана. Пакета, барабана. Этот готов. Так, на этот ставится вот этот. Сейчас мы здесь заменим втулочки. Одна, вторая. Наверх. И собираем. А пока туда вон докидываем фрикционы. Я начал уже бросать. Ну вот так. Планетарка у нас собрата. Так. Там у нас все собрато. Все готово к установке следующего. Это вот этого вот барабана, который отвечает у нас за подачу масла в карабас. Через вот эти отверстия и через него все ходы. Так, ладно, сейчас будем перевтуливать вот этот кастрюлю эту, так сказать. Так, ну и продолжим дальше сборку. Ну вот таким вот образом, без пресса, с помощью донкрата мы разбираем барабаны. Вжали, снимаем стопорное кольцо, вот оно, на всех по барабанах они разные. Вынимаем, разбираем, чистим, моем, ставим в ремкомплект. И таким же самым образом опять все собираем, сжимаем, ставим назад стопор и продолжаем. Итак, все, собрали карабас. Сейчас ставим поддон, все, зажали, проверили, все крутится, вертится, по идее должно все работать нормально, но будет видно. Троху пришлось помучиться, но тем не менее получилось все нормально. Ставим поддон, бублик и на машину.